Здорово всем, у микрофона Нейрон. И да, я знаю, вы так долго просили, вы так долго ждали, и вот наконец-то получаете вам обучалочка по дуалам. Сегодня я вам расскажу, как научиться строить годные дуалы в ГД, а также различные советы и фишечки при создании любого, не только дуал геймплея, которые, соответственно, помогут вам проще и лучше создавать лейауты. Поэтому приятного вам просмотра. Так как хороший ГП-дуал имеет в себе множество запутанностей и неординарных красивых мувментов, следует понимать, что необходимы минимальные требования к вашим навыкам, без которых я бы вообще не советовал вам заходить в редактор. А именно первое, что я хотел бы посоветовать вам, это то, что ваш скилл должен соответствовать прохождению как минимум несложных экстримов, так как без более-менее нормального скиллсета в слеерстве при создании ГП могут и будут возникать проблемы с тем, что вы будете строить либо изи ГП, который, к слову, будет сложно нормально бафнуть, либо это будут ГП, подобные челленджам. Дальше следует понять, что не все так просто, как казалось бы, и поэтому советую вам запастись терпением, ибо иногда случается такое, что над одним неприятным моментом музыки вы можете страдать, сносить, удалять, изменять короткие ГП там часами, а то и больше, пока не найдете свой идеал таким, каким вы его видите. А третье, что я хотел бы вам сказать, это делать максимально простые структуры. Если вы не будете декорить свой лейаут, делайте и давайте возможность декорщикам работать с максимально простыми структурами, а они сами достроят, переделают их так, как им удобно. То есть эти 3 пункта — это тот минимум, который необходим при создании качественного Insane Extreme GP. А теперь давайте переместимся в редактор. Ну а прежде чем мы перейдем в редактор, хотелось бы поблагодарить этого человека за предоставленные шоукейсы на фоне. И если вам будет несложно, то можете на него подписаться, так как личность разносторонняя, и креатит, и контент с голосом пилит, и шоукейсы снимает, и хороший хост коллабов. Так что не ленитесь, подпишитесь, пожалуйста. Будет и мне, и вам приятно. Как бы вот у нас есть уже соло КП, геймплей вот такой вот. И на примере этого ГП я буду показывать, как здесь все-таки построить нормальные дуалы. Пару фишек, которые я бы хотел вам рассказать при создании ГП. Первое, что вы всегда делаете при создании ГП, это, соответственно, альфа на первую группу ставите. Второе, вы ставите follow player по Y. Здесь вбиваете максимальное, ну, то есть, как бы продолжительность левела свою, там сколько оно будет секунд длиться. И ставите это на вторую группу. Для чего? Объясняю. Ставите скорость и убираете с нее сразу галочку. Потом ставите еще раз скорость и ей даете и первую, и вторую группу. Это чтобы у вас по Y постоянно, по вашему плееру следила за вами скорость. В общем, вот так вот. Видите, как оно работает. Также это делайте абсолютно на всех скоростях. Объясняю почему. Потому что в ГД есть такое понятие, как хитбокс. И при плей-моде они достаточно плохо сделаны. Точнее, они не такие, как в редакторе. В редакторе у вас вот такие вот хитбоксы. А в ГД они будут повернутыми. И поэтому скорость будет активироваться то раньше, то позже, в зависимости, как игрок будет залетать. А вот этот вот фикс с follow плеером, он просто не дает возможности залететь неправильно. То есть вы будете всегда залетать в скорости правильно, и у вас синк от этого сбиваться не будет. Это одна из фишек. Итак, следующая фишка, за которую я бы вам хотел рассказать, это типа гидлайны, то есть вот такая вот херня, в которой вы... Где она тут? В которой вы кликаете, короче, под музыку, и у вас палочки такие появляются, по каким вы прокликали. То есть, то бишь для синка. Я такой херней не пользуюсь. И также есть некая программа, синкотрон, если я не ошибаюсь, через OSU там все через карты делается. Я таким не пользуюсь, потому что синк дело такое, что лучше всего воспринимается на ваш слух, а не по битам, как это делают. То есть в каждой там музыке есть определенные свои биты.
с определенной периодичностью. И по гидлайнам они выставляются и делаются. Я как делаю? Я просто беру, ставлю вот такие вот, допустим, нахожу кружочки. И по музыке вот здесь будет стоять. Копировать. Следующий. Здесь. Для того, чтобы легче было понимать, куда что ставить, советую пользоваться мега-хаком. Так как здесь есть спидхак очень хороший, который замедляет также ваши действия в редакторе. И можете поставить себе даже на кнопочку спидхак. Я поставил. Но это так, это для тех, кто начинает строить ГП, у которых тяжело получается что-либо делать на слух. Короче, забините себе на какую-то клавишу спидхак, и у вас получится вот такая вот типа картина. Вот как-то так получается. Потом же просто берете и подставляете вот эти вот кружочки, на которые вы натыкали. Вот так вот как бы. И у вас получаются свои гидлайны, типа такого, которые намного лучше, потому что вы это все делали на слух. Почему я рекомендую делать все на слух? Потому что, ну, в музыке, конечно, есть такое понятие, как BPM, но это не отменяет факт того, что музыка любая, она разная, и есть звуки, которые громче, есть звуки, которые тише. И иногда, ну, просто не вписывается тот клик, который должен быть следующим по гидлайну. Он как бы не вписывается в происходящее геймплея. То есть атмосфера сразу вся пропадает. Ну, необходимо просто будет кликнуть в тот момент, когда у вас громкость звука возвышается или какой-то там определенный момент в музыке происходит. Вот сейчас я покажу на примере. Вот здесь есть момент. Вот он. По BPM, то есть по вот таким вот фишечкам, он будет проскальзывать, потому что он не попадает в биты. Здесь другой звук. И позже я покажу, как сделать геймплей, дуал геймплей, при этом не утратив этот звук, и чтобы у вас все было красиво. В принципе, это были все основные советы и фишечки, которые я хотел до вас донести. Дальше будут видеокадры с того, как я строю геймплей. Позже вы увидите сам результат, что у меня получилось. И приятного просмотра. Ну, вообще для тех, у кого плохо получается строить дуал геймплей, я вам советую построить сначала геймплей для одного игрока. К слову, я уже делал геймплей для соло игрока. Туториал я имею в виду, вы можете перейти по ссылке в описании и посмотреть его. А потом позже добавить дуал-портал и уже отталкиваться от этого игрока. Но, правда, придется вам учитывать все баги, которые есть в редакторе, что они есть хорошо, потому что то порталы гравитации неправильно срабатывают, к примеру, на такой комбинации, как куб плюс wave. Если вы меняете гравитацию на вейве, то, соответственно, меняется гравитация на кубе, поэтому куб вы можете заменить на робота или вейв заменить на какого-либо другого персонажа. Все зависит от вашего вкуса. Также немаловажную роль сыграет музыка, которую вы выберете. Например, под те сонги, которые нравятся вам, будет вам строить проще. Это проверил я на себе, потому что когда ты строишь под сонги, которые тебе отвратительны, там какие-то части в коллабах, херовые офсеты, то пропадает всякое желание что-либо делать вообще в редакторе. И приходится просто через силу практиковаться и добиваться хорошей части. Ну и прежде чем я вам покажу сейчас результат, то, что у меня получилось, спасибо за то, что досмотрели, за поддержку лайком. Ну и оставляйте в комментариях идеи для следующих видеороликов. Ну, у микрофона был Нейрон. Спасибо за просмотр, наслаждайтесь результатом.